Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить обновление сделок в Bittrex24 на основании данных из Google таблицы. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо указать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо указать действие. Загрузить строки новые. Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать файл и лист, откуда будут загружаться данные. Если у вас в таблице находится, например, 1000 строк, и вы хотите, чтобы загрузка происходила с последней из них, то в этом поле вам необходимо указать цифру 999. У меня в таблице находится одна строка, поэтому я оставляю единицу. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в вашей таблице. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных указываем Bittrex24. Теперь необходимо указать действие. Мы хотим обновлять существующие сделки, поэтому выбираем действие «Обновить сделки». На этом этапе вам необходимо подключить ваш Bittrex24 к системе Apex Drive. Для начала необходимо выбрать тип установки Bittrex – облачная или коробочная версия, указать страну регистрации вашего Bittrex, а также указать домен портала. Для этого необходимо перейти в CRM-систему. Для начала необходимо установить приложение Apex Drive в ваш Bittrex24. После того, как приложение установлено, необходимо скопировать домен портала из адресной строки, без дополнительных символов. На этом этапе вам необходимо указать логин и пароль пользователя Bittrex с правами, которые необходимы для работы с выбранной сущностью. После того, как подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо указать, по какому полю будет происходить поиск сделок Bittrex24 для их последующего обновления. Я хочу, чтобы поиск производился по номеру телефона контакта. Далее необходимо указать, с каким полем источника данных будет сравниваться поле телефона контакта из Bittrex24. Номер телефона в Google таблице у меня находится в колонке А, поэтому я выбираю ее. Обратите внимание, в это поле вы можете назначить не только переменную, но и прописать значение вручную. Далее необходимо указать тип обновления, на тот случай, если сделок, которые будут удовлетворять условиям поиска, окажется несколько. Если вы не хотите, чтобы при обновлении сделка двигалась по статусу, оставляйте это поле без выбора.
Я же хочу, чтобы сделка после обновления передвинулась на следующий статус. Далее необходимо указать, в какое из полей Bittrex24 нужно передать данные для обновления. У меня в Google таблице находится электронный адрес почты клиента, которая изменилась, и я хочу, чтобы эта почта добавилась уже к существующей. Почта у меня находится в колонке B, поэтому я выбираю ее. После того, как все настройки произведены, необходимо опуститься вниз страницы и кликнуть «Продолжить». На этом этапе вы видите результат настроек для обновления. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликните «Отправить тестовые данные в Bittrex24». После успешной настройки перейдите в CRM-систему и проверьте результат. Как видите, сделка перешла на следующий статус, который я указал. Теперь необходимо проверить, добавился ли еще один email у контакта. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Bittrex24 успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!